Когда в моей жизни появились виниловые пластинки, я открыла для себя секрет «Доброе утро». Привет, мои хорошие! Как вы? У меня прекрасное настроение, потому что у меня выходной. И сегодня я хотела бы поделиться с вами одной практикой, которую я сама только учусь выполнять. Называется она «Свидание с собой». Я знаю, что у многих это слово ассоциируется с любимым человеком, с партнером. У меня, в принципе, тоже. И когда-то моя подруга сказала мне: если тебе комфортно с самой собой, тебе ничего не страшно. Поэтому я просто пожелаю вам приятного просмотра. Я еду сейчас стричь волосы. До сих пор не знаю, что именно мы будем делать. Я очень часто слышала такую теорию, что волосы женщины — это безумно сильная энергия. И я по себе заметила, что каждый раз, когда я делаю какую-то стрижку, после я чувствую себя абсолютно по-другому. И я очень сильно соскучилась по этому чувству. Как-то так выглядит мое до. Сейчас я волосы никак не укладывала, не сушила даже. Та-дам! Мои волосы выглядят более хаотично, и мне это нравится. Чувствую себя очень обновленной, оживленной. Идеальное авокадо — это когда с него буквально слазит кожура. Первый глоток с утра чего угодно, где есть кофеин, это что-то волшебное, это что-то прекрасное. В последнее время у меня все-таки произошло это соединение с яркими цветами. Почему-то хочется носить что-то яркое, что-то цветное. В прошлом месяце я познакомилась с работами одной японской художницы. Ее зовут Яёй Кусама. Она гениальна. Кто бы что ни говорил, для меня она гений, один из гениев современного искусства. Я не знаю, почему все художники, которыми я восхищаюсь, психически больны. Я не знаю. Если вас интересует ее творчество, есть один фильм «Кусама. Бесконечные миры». Если интересно, можете посмотреть. Суть в том, что я очень сильно захотела вернуться на мастер-классы по рисованию. И я поняла, что мне хочется именно испытать всю эту атмосферу творческих людей, творческого пространства.
Говоря о чувстве радости, неотъемлемой частью жизни любого человека рано или поздно становится работа и реализация своего потенциала. Одна из самых востребованных сфер сейчас — это IT. Если у вас есть желание освоить новую высокооплачиваемую профессию, уйти на фриланс, либо же повысить свою стоимость как профессионала на рынке, школа Codebreakers проводит бесплатный вебинар «Как создавать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом». Простыми словами, профессия ноу-код разработчика — это, пожалуй, самый быстрый старт в IT. Вам не нужно учить языки программирования, а работать вы можете начать уже через 2-3 месяца после начала обучения. К тому же в мире сейчас огромный спрос на ноу-кодеров, что обеспечит вам стабильность в зарплате и заказах. Все обучение будет проходить с нуля, поэтому если вы считаете себя некомпетентным в сфере IT, это наоборот классная возможность попробовать что-то новое и перспективное. Записаться на вебинар можно по ссылке в описании. Недавно я просматривала свою фотопленку, и я заметила, что там очень много каких-то документов, скринов, и ценные моменты фотографии, они теряются. Я понимаю, что можно сделать отдельную папку, как-то это рассортировать, но я с детства обожаю напечатанные фотографии. Поэтому это 11-й Instax Mini. Я впервые купила себе сама цветы. Раньше мне казалось, что это неправильно. Почему в моей голове столько стереотипов было? Одна из моих задач на этот год была как раз-таки от них избавиться. Цветы — это самое малое, что только можно было придумать. Я любила дарить цветы другим девушкам, подругам, маме, но почему-то себе нет. Когда мне дарят цветы, я ценю их не за то, что они красивые, за то, что они вкусно пахнут, а за те эмоции, которые я испытываю. Я думала, что если я подарю себе сама цветы, такого эффекта не будет. И я ошибалась. I long for that feeling. Why did it have to go away? I long for that feeling. Вот так фотография начинает проявляться. На память об этом дне. Класс. У меня дошли руки немного обновить уход за кожей. Заодно покажу вам свои самые любимые продукты, которые я покупаю уже не первый раз. Маска Dr. Jart. Лично для меня лучшая маска, которую можно сделать в домашних условиях. Они снимают всю отечность, дают такое природное сияние. В общем, это просто мой фаворит. Тканевые маски для лица от корейской фирмы Enprani. Мне очень нравится, что они по размеру идеально подходят на мое лицо. Потому что многие маски, они мало того, что огромные, после нанесения твое лицо находится в какой-то слизи, и ты даже не понимаешь вообще, что-либо изменилось или нет. Но вот эти маски, правда, соответствуют своему описанию. Масло для волос, оно продается в таких капсулах от Ellipse. В каждой капсуле смесь витаминов и масел. Они наносятся на сухие волосы и дарят очень естественное сияние. Если у вас тусклые волосы, присмотритесь. Салфетки для снятия макияжа. Лично я их использую летом, чтобы протереть лицо, потому что на улице безумно жарко, и они классно освежают. И купила попробовать ночную маску Clean and Fresh. Мне очень интересно посмотреть, как работает ночная маска, потому что обычно я использую дневные. Поэтому я взяла ее чисто ради эксперимента. В Телеграме поделюсь своими впечатлениями. Хочу сейчас попробовать самостоятельно уложить волосы, потому что салонная укладка — это, конечно, прекрасная вещь, но каждое утро укладывать себя буду я. Кстати, постоянно, когда собираюсь, сейчас зажигаю свечи. Сейчас я подожду, пока
волосы немного подсохнут. А пока я хочу подготовить свою кожу к макияжу и рассказать вам одну интересную ситуацию, которая произошла на стрижке. В общем, меня уже подстригли, уже начинаем сушиться, и я вижу, как мастер с сожалением смотрит на мои волосы. Я уже мысленно подготавливаю себя к типичным фразам по типу: вам нужно поменять уход, вам нужно сделать у нас кератин, вам нужно пойти на ботокс, сделать какую-то ринопластику, пластику волос, сделать просто всевозможные процедуры, которые есть у нас в салоне. Вот, пожалуйста, могу вас прямо сейчас записать. И тут она с удивлением говорит: у вас такой классный и пушистый волос, что мне жаль его вытягивать на браш. Если вы смотрите мои видео несколько месяцев, вы, наверное, заметили, что я каждое утро вытягиваю свои волосы на браш. Каждое. В попытках их сгладить, сделать более ровными, опрятными, аккуратными. И она мне говорит: во-первых, для пушистых и тонких волос, которые, в принципе, вы можете наблюдать у меня, запрещено делать ровный срез. То есть это всегда должен быть или овальный, или лисий. Нужно создавать объем. Во-вторых, это сушить волосы вниз головой. Я знаю, что это очень спорный вопрос, я слышала много разных версий, но я, если честно, сама так делаю, и это правда создает классный объем. Также она сказала, что для пушистых волос идеальным вариантом будет ярусная прическа, то есть когда у вас волосы, грубо говоря, идут либо лесенкой, либо каскадом, чтобы вся эта пушистость трансформировалась в объем. Если у вас тоже пушистые волосы, напишите мне, как вы за ними ухаживаете. Я думаю, многим будет интересно почитать. Я открыла для себя бренд Kiko. Это итальянская косметика. Она довольно-таки бюджетная, то есть это не люкс-сегмент, это что-то среднее. Цена оправдывает качество. Из такого сегмента у меня два любимых бренда. Это Kiko и, я уже миллион раз говорила, про ламель. Теперь вернемся к укладке. Я использую спрей для волос от L'Oreal. Он немного меняет текстуру волос и также служит как термозащита. Немного подсушиваю волосы, и сегодня вместо браша я решила использовать эти бигуди. Вы просили показать, как они работают, поэтому вот как раз сегодня на этой новой стрижке протестируем. Макияж у меня супер простой. Я не люблю летом наносить очень много продуктов. Я не использую тональную основу, а консилером перекрываю какие-то покраснения, синяки. Стик для контуринга у меня от Clarins. Пудру я наношу кисточкой и использую ее только под глазами. У меня только один любимый гель для бровей, точнее это жидкое мыло от LN Pro. У меня даже тут уже все стерлось, тут вообще не видно ничего. Но как же круто он укладывает каждый волосок. Всегда зачесываю брови вверх, это очень здорово открывает взгляд и делает его более свежим. Вообще цель моего макияжа — это просто придать лицу больше свежести. Карандашом для бровей дорисовываю крошечные небольшие волоски. Тушь. Кстати, в последнее время я полюбила прокрашивать также нижние ресницы. У меня есть вот такое вот масло от Clarins, но я вообще не понимаю такой шумихи вокруг него. Просто красивая упаковка. Поэтому я буду использовать блеск от Victoria's Secret с арбузом. Собственно, это весь мой летний макияж. Мне очень нравится.